Меня здесь, наверное, в Европе жизнь научила тому, что ты никогда не знаешь, что произойдет. В Италии совершенно не смотрят посещения. Стипендия платит 860 евро в месяц. Вообще, у меня достаточно нетипичная для Франции магистерская программа. Французы все сделали вначале попытку говорить на английском, но эта попытка достаточно быстро сошла на нет. Всем привет! Это проект «Новейшая волна». Сегодня мы разговариваем с Ульяной о том, какие возможности есть у студентов во Франции. Ульяна выиграла конкурентную стипендию от французского правительства, съездила на обмен по Эразмусу в Италию, сейчас поедет на второй в Испанию. И она также смогла очень удачно адаптироваться во французском обществе. Я знаю, что у тебя очень много друзей французов, что не у каждого удается, будем честны, поэтому мы как раз про это и проговорим. Вот, Ульяна, расскажи немножко о себе, как ты переехала во Францию, чем ты занималась раньше? Всем привет, меня зовут Ульяна. Я вообще из города Ижевск, это в Удмуртской республике, но училась уже в бакалавриате я в Москве, в финансовом университете по программе менеджмент, управление бизнесом. Вообще, наверное, бакалавриат я выбрала немножко случайно. Я так-то занималась экономикой олимпиадной в школе, но потом как-то в 11 классе меня немножко переклинило, я решила, что все, экономики хватит, мы подаемся на что-нибудь другое, поэтому у меня получилось, что получилось. Потом, во время уже учебы на бакалавриате, я думала о том, чтобы поехать на включенное образование во Францию, потому что в школе, как второй иностранный язык, я учила французский, и я решила, что это самое логичное, что у меня есть какая-то база, я могу говорить что-нибудь. Может быть, из этого получилось. Но вначале случился ковид, потом случилась война, и моя номинация поехать в Гренобль ни к чему не привела, к сожалению. Но я решила, что если я не могу поехать на семестр, то я всегда могу попробовать податься в магистратуру, чтобы пожить 2 года, посмотреть, как вообще жизнь, понравится мне, не понравится. Вот, и я начала смотреть какие-то вообще возможности, что есть, какие университеты, какие программы, ну и какие стипендии. Вот, так я в целом нашла Эйфель и вот стипендию французского правительства. Но на Эйфель я благополучно пропустила все дедлайны, потому что там надо подаваться очень рано осенью, чтобы университет тебя дальше номинировал. И когда я начала этим активно заниматься в декабре, я поняла, что все, дедлайн прошел. Поэтому во Франции у меня оставалось только БГФ. Получается, я подалась зимой, в феврале 23 года. Весной узнала, что у меня БГФ в мае. Из университетов, в которые я подавалась, меня взяли 2 университета на 3 разные программы. Это был Безансон и 2 программы в университете Лиля. Я так поразмыслила и решила, что поеду в Лиль. Вот, и так я выбрала свою программу, которая называется Globalization the World Economy, то есть это международная экономика и вот этот паркур глобализации и мировой экономики в целом. Получается, что у тебя произошла смена профиля. Да, я подумала о том, что изучать менеджмент еще 2 года звучит очень депрессивно, и за 4 года в России мы как будто бы изучили все вдоль и поперек. Я работала тогда в рекламе, и мне показалось, что идти учиться на рекламу как будто бы не очень интересно, потому что я вроде как на работе узнала очень много, и мне хотелось пойти куда-то, где я какие-то более, возможно, конкретные знания получу, например, эконометрики, которая на работе была, но я ее не знала. И вот сейчас у меня как раз было 2 семестра эконометрики. Вот, и я решила, что экономика звучит как хорошая магистратура, такая достаточно глобальная, базовая, ну и она будет в Европе. Вот, в целом, может, она мне чем-то поможет. И поэтому, когда я выбирала программы, они почти все были по экономике, на которую я подавалась. Вот. А можешь рассказать про процесс подачи на БГФ, потому что я абсолютно не представляю. То есть сначала ты подаешь на стипендию, а потом только выбираешь программы, или как, или что? Нет, БГФ на самом деле совершенно не связано никак с подачей на программы. Если я правильно помню, Campus France закрывался в мой год в конце января. То есть в конце января я уже подала почти на все программы, кроме тех, которые надо было подаваться через кандидат. А БГФ подаваться надо было в конце февраля, то есть они совсем не связаны. Ты можешь выиграть стипендию и не попасть в университет мечты. Вот. А можешь, например, получить приглашение на все 5 программ и не получить БГФ. Они вообще не связаны. Можешь просто рассказать этот процесс для людей, которые вообще только начинают этим интересоваться? То есть, что такое Campus France, что такое eStudent?
Так, Campus France — это вообще площадка, которая отвечает за то, как ты подаешься именно во французские вузы. Есть вузы, которые подключены к упрощенной программе, где ты подаешь только через Campus France, и там у тебя все твое мотивационное письмо, CV, там описание, ты прикладываешь мини-мотивацию для программы, если я правильно помню. И потом есть кандидат. Это для университетов, которые не подключены к программе Campus France. Там чуть более сложная подача, у них какие-то свои онлайн-формы. И вот, например, университет, который в Безансоне, Бургунь-Франш-Конте, они, по-моему, не были подключены, и я на их программу подавалась уже в марте, сильно позже. Это как раз помогает тем, если ты пропустил какие-то дедлайны, возможно, Campus France январские, потом поискать другие программы, на которые тоже можно податься. Но БГФ, она полностью подключена к Campus France. БГФ, она вообще ни к чему не подключена, нет. Посольство Франции в России, они собирают все заявки, то есть ты прикладываешь тоже мотивационное письмо для стипендий, свое CV, выписку с оценками, 2 рекомендационных письма, что еще ты можешь приложить, хочешь приложить. Вот, ты отправляешь свою анкету им, и они потом ее рассматривают, и в мае, в том году, по-моему, в конце мая присылают результат, получаешь ты стипендию или нет. И нужно каждый год подаваться заново. Да, БГФ — это стипендия на 1 год, она выдается на 9 месяцев, в отличие от Эйфеля, который выдается, например, на 24 месяца полностью. То есть она не покрывает летние месяцы, и каждый год надо подаваться заново. И каждый год это новый процесс. И, например, в этом году, когда я уж подавала, будучи здесь, в России еще сменились люди, которые работают в правительстве, в посольстве, то есть те люди, с которыми я разговаривала в течение первого процесса подачи, они уж там не работали. То есть ты все заново делаешь. Я переписывала мотивационное письмо уже с учетом того, что я пожила во Франции, что у меня тут произошло. У меня была новая выписка оценок. И вот. И ты выиграла 2-й раз стипендию. Да. Вообще мне показалось, что в этот год достаточно много людей получили 2-й раз, но вообще это не факт. То есть когда ты выиграешь БГФ 1 раз, это на год. То есть то, что тебе дадут, не дадут на следующий год, это уже небольшой риск, и надо тоже думать о том, как ты будешь себя финансировать, если что, на 2-й год магистратуры. Расскажи, пожалуйста, что вообще входит в эту стипендию? Стипендия платит 860 евро в месяц. Она мне компенсировала, по-моему, взнос, который ты платишь при подаче на визу, компенсировала взнос Campus France, который тоже надо было платить. Потом стипендия предоставляет страховку для жизни, стипендия предоставляет обеды в Крусе за 1 евро, и стипендия гарантирует то, что она найдет тебе жилье. То есть я живу в Крусе, который мне бронирует Campus France. И ты еще ездила в поездки, насколько я знаю. Да, и Campus France для стипендиатов, у них есть каталог поездок, где за очень приятную цену можно куда-то съездить. В этом году ездила в Анси на выходные, а в прошлом году ездила в супер поездку. Мы ездили во французские Альпы, в Тинь, кататься на лыжах на неделю за очень-очень маленькие деньги. И они оплатили вообще все, правильно? Ну, нет, ты как бы сам платишь, и они, видимо, потом компенсируют разницу стоимости, которую не хватает, вот. И правильно понимаю, что это как раз является твоим гарантом финансирования, когда ты переезжаешь во Францию? Да, На визу. и при подаче на визу, и вот сейчас при подаче на титр, который вид на жительство, я прикладывала, что у меня стипендия. Друзья, спасибо, что поддерживаете наш проект «Новейшая волна». Ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите о нас друзьям, которые в эмиграции или только планируют переехать во Францию. Подписывайтесь на наш YouTube, Instagram. Мы будем рады любой активности. И мы продолжаем выпуск. Ульяна, мы сейчас находимся в районе Монмартра в Париже. Почему ты выбрала для съемок именно это место? Ну, если честно, я не живу в Париже, и Париж для меня пока такой город, в который я хочу переехать, но мне кажется, в каждый свой приезд в Париж я так или иначе оказываюсь на Монмартре. Первый раз прошлым летом, в 2023 году, когда я тут была еще с моей мамой, мы тоже были на Монмартре. В этом году летом я жила на Монмартре несколько дней. Мне кажется, очень приятное такое динамичное место, в которое, ну, как туристу всегда хорошо вернуться. Ты первый гость в нашей программе, который эмигрировал не в Париж, а в другой город. Ты живешь в Лиле, это на северо-западе Франции, на границе с Бельгией. Расскажи про жизнь в Лиле. Чем она принципиально может отличаться от жизни в столице? Ну, вообще, наверное, главное отличие в том, что город просто меньше, и там меньше каких-то возможностей, чем можно заняться. Меньше мест сходить, меньше музеев, меньше людей. И
он, наверное, не такой культурно развитый, как Париж, на мой взгляд. И вообще Лиль достаточно тоже интересный город. Есть вот Métropole Européenne de Lille, это Лиль и несколько прилегающих городов. Например, мой университет на самом деле расположен в городе Вильнёв-Даск, и в нем же у меня расположена университетская резиденция. И место, где я живу, если выйти из моей резиденции, это вот такие двухэтажные коттеджи улицами, где живут французы, семьи, дети, машины, собаки. То есть это такой очень спокойный ритм жизни, в котором ничего не происходит. А сам центр Лиля, он, конечно, повеселее, но до него тоже надо ехать. И мне кажется, когда ты оказываешься так еще чуть дальше от центра, ты вообще ощущаешь себя такой прям в провинции. А Лиль, на самом деле, мне кажется, он неплохой город. То есть в прошлом году, когда я только переехала, первый семестр мне прям вообще не нравилось. Мне казалось, что тут нечего делать, погода плохая, все грустное, исторический центр маленький, красивый, но он, правда, не очень большой по сравнению с Парижем. Вот, и что как будто бы мне тут нечего делать, мне тут не нравится. Но в этом году, мне кажется, когда я приехала более спокойная, менее тревожная, мы же с какими-то друзьями, в целом Лиль неплохой. Наверное, как студенту, особенно если Париж, например, не по карману, потому что Лиль значительно дешевле с точки зрения жилья и, возможно, каких-то там походов в бар, вечером в кафе, он неплохой город. Если ты найдешь свою компанию, то жить можно, но не для меня. Насколько мне известно, ты довольно удачно адаптировалась во французскую жизнь, в отличие от многих иммигрантов, которые тут живут, да даже по своему опыту могу сказать, что это довольно тяжело. Что этому поспособствовало, как ты считаешь? Ну, вообще, когда я переезжала, моя программа, она считается как международной программой, и она наполовину на английском языке реализуется. В этом году полностью, в прошлом году 50%. И вообще я рассчитывала изначально, что у нас будет достаточно много международных студентов, все-таки потому что англоговорящая программа. Но в итоге у нас я, еще одна девочка из России, девочка из Индии, а остальные люди уже либо французы, либо, например, люди из Марокко, которые переехали еще в школе учиться. То есть не все франкоговорящие, адаптированы, так сказать, к жизни здесь. И получилось так, что в начале прошлого года мы, наверное, в рамках группы так разбились на несколько подгрупп, и я подружилась с двумя девочками, Жанной и Ясмин, мои одногруппницы, которые француженки, и они как-то меня втащили в эту франкоговорящую мини-компанию. И французы все сделали вначале попытку говорить на английском ради 3 не-французов в группе, но эта попытка достаточно быстро сошла на нет, и встал такой вопрос: либо ты как бы стараешься говорить на французском и как-то вливаться в компанию, либо от нее отделяешься. Ну, и я, наверное, поняла, что я в целом могу говорить быстро, ну, с ошибками, ладно, как бы не беда, и, наверное, это поспособствовало. И вот мы в прошлой компании в том году дружили, потом как-то вот был Erasmus, мы вроде как разъехались, но удивительно не сильно потеряли контакт. И мне кажется, в этом году мы как-то с новой силой приехали, на ощущение того, что это все наш последний семестр в Лиле, мы потом разъедемся. Мы очень сблизились, каждую неделю куда-нибудь ходили в бар или вот съездили в Брюссель все вместе, тоже помогла поездка общая. Дружба с французами — это такая больная тема, потому что многие считают, что с ними очень сложно подружиться, потому что они довольно люди закрытые, в лицо улыбаются, а за спиной могут неприятные вещи какие-то говорить. Столкнулась ли ты с этим или... Ну, частично, возможно, да, но мне кажется, здесь специфика программы, если честно, сыграла мне очень на руку. Во-первых, почти все мои одногруппники не из Лиля, то есть они все переехали в Лиль на магистерскую программу, у них тоже ни у кого не было друзей, и мы были немножко в одинаковом положении того, что мы искали новую компанию. Плюс из-за того, что программа такая мобильная, ты много куда ездишь, очень многие мои одногруппники уже во время своего бакалавриата съездили на Erasmus+, на год или на семестр хотя бы. И мне кажется, такой обмен немножко тебя толкает вот в эту открытость, все хотят знакомиться. Вряд ли ты пойдешь на такую программу, где тебе 2 раза надо уезжать, если ты вообще не готов к знакомству и к дружбе с людьми. Мне кажется, это тоже повлияло на то, какие люди у меня в группе и насколько они были готовы тоже здесь дружить. Вот. Иногда у меня, конечно, есть ощущение, что я не настолько вовлечена в группу, как некоторые мои одногруппники, даже на уровне, не знаю, шуток и так далее. Но мне кажется, в этом году стало получше. Но помимо аспекта вовлечения в комьюнити, для адаптации, мне кажется, также важно найти какие-то альтернативы нашим родным российским сервисам и услугам. И ты в этом тоже преуспела. Вот можешь привести несколько примеров?
У меня, на самом деле, тоже удачное стечение обстоятельств. Я узнала про некоторые магазины достаточно быстро, и потом только узнала, что для кого-то они как секрет. Я хожу в Ашан за продуктами, потому что это огромный супермаркет, у меня очень близко, и он находится в торговом центре. И напротив него есть магазин, называется «Нормаль», в котором это как наш, наверное, фикс-прайс. Там продается куча всего, просто всех, я не знаю, еда, бытовая химия, какие-то просто забавные штуки за очень небольшие деньги. И я его видела просто потому, что вот он был напротив Ашана. И я в этом году тоже со своей подружкой из Страсбурга мы знакомились, я говорю, вот, нормаль, давай зайдем, там купим что-нибудь быстренько дешевое. И мы заходим, она такая, я тут никогда не была. Такая, нормаль, главное. И Аксион тоже. Да. Аксион — магазин, где больше, наверное, как Икею для меня он заменяет во многих смыслах. Там для дома какие-то свечки, чашки, не знаю, зарядник для телефона тоже можно купить. Ну, Аксион, он чуть менее фэнси, Да, да, но его преимущество в том, что его можно найти в небольших городках, да. а Нормаль, он именно в крупных Вот. каких-то... Но и Primark тоже. Primark я в том году вообще не заходила, но он, конечно, не французский, но это тоже какая-то домашние вещи, ковры, наволочки, одежда, все очень дешевое. Это как Шейн, только чуть в городе, но чуть подороже. А если говорить про онлайн-сервисы, которыми Мгм. славится Россия, типа Самокаты, Яндекс.Еды и так далее, что можно тут найти? Но, если честно, у меня перестал работать Uber Eats, потому что я не обновляла iOS, и он просит обновить. Но я пользовалась Deliveroo в целом. В целом, мне кажется, эти сервисы, они иногда дают... Мне подавали купончик на Uber Eats около входа в университет, там была скидка 2 раза 10 евро от заказа на 20. Вообще во Франции вот эти бумажки, которые вам где-то дают, там иногда какая-то полезная информация бывает. А если честно, во Франции, наверное, я, как многие, отказалась от доставки продуктов. Доставка какой-то готовой еды — это скорее редкость. Вот я себя стараюсь немножко выпнуть в город, прогуляться, куда-нибудь сходить. Вот. А так я пользуюсь, наверное, Apple музыкой, и каких-то прям супер французских сервисов не могу сказать, что только Easily, чтобы круз оплачивать. Расскажи немножко про свою программу. Вообще у меня достаточно нетипичная для Франции магистерская программа, потому что она включает 2 обязательных обмена по программе Erasmus+, когда ты едешь в какую-то страну либо Европы, либо вне Европы. Но вне Европы тоже не Erasmus+, но просто программа обмена. Вот, получается, я провела в прошлом году первый семестр в Лиле, потом я съездила в Италию на Erasmus, потом вернулась обратно в Лиль, и вот сейчас снова поеду на новый Erasmus. И также у нас есть 2 обязательные стажировки, которые можно заменить магистерским тезисом, потому что в прошлом году, например, я не нашла стажировку на 2 месяца летом, вот, и я писала тезис, а в этом году планирую искать длинную стажировку. То есть это прям универсальная программа, что после нее ты можешь, если ты делаешь стажировки, то она получается как профессиональная, если ты пишешь тезис, то ты можешь и в PhD идти, правильно? Да, вообще считается это Master of Science, то есть она такая с академическим уклоном, но рекомендуется у нас писать тезис только если ты хочешь делать дальше PhD. И правильно понимаю, что поэтому у тебя БГФ сохраняется на Эразмусе? Да, вообще БГФ не платится, если ты едешь на Erasmus, потому что это как бы программа обмена, и там есть стипендия Erasmus+, которую можно получить. Но в моем случае, потому что это обязательный обмен, который предусмотрен программой магистерской, она сохраняется. Но это скорее исключение, наверное, чем из правил, но надо всегда коммуницировать это с посольством, тем, кто выдает вам стипендию, чтобы точно знать, будет она или нет. И ты ездила на Эразмус свой первый в Италию. Да, мой первый Erasmus был в Италию. Я ездила в город Сиена. Это небольшой город, очень студенческий, в Тоскане. Вот, там достаточно хороший университет Сиены, который считается старым, и у них тоже уклон на экономику, на право, на какие-то международные отношения. И у тебя была и стипендия Erasmus Plus в этот момент, и БГФ. Нет, они вместе не складываются. Ты получаешь только одну стипендию. Есть какое-то отличие программ? Вот во Франции у тебя называется Global Economy, в Италии было то же самое или немножко другое направление? Ты когда едешь на Erasmus, ты едешь не на программу, а ты выбираешь дисциплины. То есть у меня, например, в Италии были дисциплины разных магистерских программ. У меня было большинство дисциплин программы по экономике, то есть у меня была микро- и макроэкономика, но также у меня была финансовые риски и что-то еще, по-моему, риск-менеджмент, вот, по другой программе финансы. То есть на Erasmus ты набираешь дисциплины себе, которые ты будешь изучать. Вот.
Это стереотип или это правда, что Erasmus-студенты, они вообще не учатся, только тусуются, и вообще это бесконечный праздник, и вот все такое? Ну, в этом есть доля правды, потому что вообще, когда я узнала, что мне надо ехать на Erasmus, я подумала, ну ладно, для меня как бы учеба во Франции это уже как международный обмен. То есть я что здесь международный студент, что там. Но на самом деле, мне кажется, когда европейские студенты едут на Erasmus, они едут как в это небольшое приключение. Они едут все с таким настроем, что да, надо поездить, посмотреть. Для многих это новая страна, потому что заставить моих одногруппников здесь поехать в мини-путешествие на машине, это тяжело, они всю Францию видели. А в Италии это было из серии «Так, поехали куда-нибудь», и все поехали, вот. И мне кажется, академическая нагрузка на Erasmus чуть меньше. У меня было всего 28 кредитов, получается, это 4 дисциплины, которые мне надо было закрыть за семестр, чтобы закрыть, получается, академическую нагрузку семестровую. Вот, и остальное время ты свободен. Вот. Но сдвигаются очень дедлайны всего. Почему я говорила, что программа немножко как-то напряженная. Например, во Франции, насколько я знаю, все люди обычно заканчиваются уже к началу мая всю учебу, и ты можешь начинать стаж с июня, а кто-то даже в мае. Например, я была в Италии, у меня последний экзамен был в 20 числах июня. То есть, если я планировала делать стаж, это был бы июль-август. Люди, которые ездили в Германию, у них, например, заканчивался семестр еще позже. То есть вот эти все сдвиги дедлайнов и семестров надо тоже мониторить. И вот сейчас у меня подружка поехала в Штаты учиться, она уже неделю в США, а я поеду только через 1,5 недели на свой Erasmus. А как тебе вообще Италия? Я знаю, что ты много путешествовала. Да, мне кажется, Италия вообще прекрасная страна. Там очень хорошо быть на длинных каникулах, а Erasmus иногда ощущается как очень длинные каникулы. Вот, там очень много возможностей, дешевый транспорт, путешествия, еда, вообще все, что в Италии есть, все хорошо. Твой топ мест в Италии? Сиена, конечно же, лучший город Италии. Мое сердечко Сиене. Мне очень понравился Неаполь. Я была там 2 раза. Он очень неожиданным для меня оказался городом. Я не думала, что туда вообще поеду, что мне там понравится. И, наверное, есть остров Вулкан рядом с Сицилией. Там тоже очень красиво. В целом Сицилия, Палермо и вот все, что там рядом прилегает. Правильно понимаю, что во многие путешествия ты ездила именно как Erasmus-студент, то есть были организованы Erasmus-трипы? Ну, дважды мы ездили, да, вот большую поездку в Сицилию и в Неаполь 1 раз. Но у нас потом, как правило, эти поездки удлинялись немножко уже просто с друзьями. Вот. А так ESN, Erasmus Student Network, которая курирует вообще всех студентов на Erasmus, и они достаточно много организуют. Есть, может, какую-то забавную историю поделишься из своего Erasmus Experience в Италии? Забавная история из Erasmus Experience в Италии. Мне кажется, если честно, на Erasmus у тебя каждый день забавная история. Но вообще я была на самом деле приятно удивлена Италией, в целом городом, потому что Сиена очень маленький город, я про него ничего не знала. Но у него очень интересная история. Сиена поделена на 17, если я не ошибаюсь, районов, они называются 17 контрад, и каждый контрад есть свой знак, символ, герб, гимн, праздник и так далее. И в Сиене проходит палио. Палио — это достаточно знаменитая гонка лошадей, где каждая лошадь представляет свою контраду. То есть праздник лошадей превращается просто в соревнование между районами города, кто лучше, кто быстрее, кто сильнее, и весь город летом в июне просто оживает. Он покрыт флагами, вот этими гербами, цветами контрад. Очень здорово, и это интересное мероприятие, которое, наверное, стоит посетить, если вы вдруг будете в Тоскане в районе начала июля. Очень интересно. А может быть, еще какая-нибудь из Erasmus-трипа? Из Erasmus-трипа, в Неаполе есть такой испанские кварталы, которые вообще связаны с Диего Марадоной, который там жил и играл за футбольный клуб Неаполя, но в Неаполе есть апероли за 1 евро в очень сомнительном месте, очень сомнительное на вкус, но за 1 евро. И, как говорится, Erasmus Experience не позволяет пройти мимо них. Вот. Абсолютно, ставлю лайк, плюс подписку. Едем все в Неаполь за... Да. Апероль за 1 евро, пицца маргарита за 4, поездка оранчини. Не люблю оранчини. Вот. Что еще? Прекрасный город. Можешь сравнить Францию и Италию? Что тебе ближе к душе? В чем разница менталитетов, может быть? Наверное, я для себя поняла, что в Италии мне очень нравится отдыхать, но я не думаю, что я бы хотела там жить. Мне кажется, это прекрасная страна, приехать, хорошо провести время, но с точки зрения даже языка,
Во Франции я говорю на языке, а в Италии я еще, наверное, буду несколько лет учить итальянский, чтобы хоть как-то дойти до уровня, когда ты можешь спокойно разговаривать с носителем на любую тему. А ты приезжала во Францию уже свободным французским? Я учила французский в школе, у меня был как второй дополнительный язык с 4 по 9 класс. Потом я еще немножко занималась, достаточно много занималась репетитором, и в 10 классе я сдала DELF P2. Ну, очень сомнительно сдала, у меня там было около 60 из 100, надо 50, чтобы пройти. И я потом забросила французский на 5 лет, потому что я сдавала ЕГЭ английского, и в университете у меня был только английский. Вот, и потом, приехав сюда, уже как-то на месте пришлось адаптироваться и дальше вливаться в французский, так сказать, разговорный язык. В чем отличие обучения во Франции и в Италии? Во Франции смотрят посещения, по крайней мере, в моем университете. В Италии совершенно не смотрят посещения. В Италии вообще есть такой термин, что ты можешь сдать экзамен по предмету, не посещая вообще весь семестр. Ты просто приходишь к преподавателю, такой: я хочу сдать экзамен по вашему предмету. У меня ни разу не было. Вот. Потом в Италии обычно есть несколько дат для каждого экзамена, и ты в приложении университета регистрируешься на конкретную дату на экзамен. То есть, например, итальянцы некоторые выбирают даты попозже, чтобы там больше подготовиться. Как правило, все Erasmus-студенты выбирали самые первые даты, чтобы сдать, и потому что все равно надо ехать домой. Во Франции у нас одна фиксированная дата для всех, мы приходим всей группой и все сдаем. Вот. Ну, а так, наверное, дальше от преподавателя зависит. В Италии у меня, например, не было почти никаких домашних заданий, никаких home assignment, просто вот либо 2 контроля, либо 1 итоговый контроль. Во Франции у меня есть предметы, где есть какие-то промежуточные, промежуточные задания, да, или, например, что итогового экзамена нет, вы там в течение семестра делаете 5 каких-то контролей. Вот. Мне французское образование больше напоминает нашу российскую систему, на самом деле, чем Италия, потому что у меня тоже был опыт в Италии. Такое. В Италии раздолбайство еще сильнее, извините. Ну, да, но с другой стороны, например, мне больше понравились дисциплины, которые профильные я учила в Италии, чем во Франции. Потому что я считаю, что вот предметы, которые у меня были, и уровень преподавания был выше. Конкретно вот в университете Сиены, чем в Лиле, да. В Лиле у меня, да, как бы с моей программой я ее люблю, но я считаю, что у нас есть много предметов, которые не дотягивают, так сказать, до уровня магистерской программы. У нас были предметы в этом году, например, какие-то базовые про миграцию. Это, конечно, очень интересно, но я как будто бы это должна была изучать на бакалавриате, а не на магистратуре. Поэтому именно с точки зрения качества образования в университете Лиля я не могу сказать, что я супер довольна. У меня есть предметы и преподаватели, которые мне нравятся, и дисциплины, по которым я, правда, очень много узнала, но в то же время есть некоторые моменты и некоторые предметы, где мне казалось, ну, я как будто бы это все можно сильно быстрее, эффективнее и интереснее пройти. Вот. И вот сейчас ты едешь в Сантандер, в Испанию через буквально 1,5 недели. Какие у тебя есть ожидания? Что вообще планируешь в Испании на ближайшие полгода? Я, если честно, научилась жить без ожиданий в Европе, потому что это самая спокойная стратегия. Если ты очень много чего ожидаешь, у тебя что-то не оправдывается, это очень плохо. Я в Сиену также ехала. Я ничего не знала про город, я ничего не знала про университет, и оказалась очень довольна. Я так примерно так же с закрытыми глазами еду. Но я хочу поездить по Испании, посмотреть, это ни разу не была. С точки зрения образования посмотрим. Я вроде как выбрала достаточно интересные плюс-минус профильные предметы вот, по экономике, так что посмотрим. Каково это вообще переезжать каждые полгода? Есть какие-то лайфхаки, может быть? Как ты справляешься с этим? Ну, это достаточно тяжело, это выматывает. Я вот когда в прошлом году в феврале переезжала из Лили в Сиену, я просто прокляла все себя за выбор программы, и я очень не хотела никуда ехать, потому что тебе кажется, что ты только-только осела на каком-то месте, и сейчас тебе надо уже дальше куда-то подрываться, и ты на этом фликсбасе с 2 чемоданами, с 2 сумками тащишь все свои пожитки, вот. Но из лайфхаков, если вам надо перевезти вещи, можно отправить их какой-нибудь службой доставки, типа Евросендер. За 60 евро я этим летом отправляла из Сиены в Лиль себе большой чемодан. Но сейчас я поеду со всем барахлом на фликсбасе. Ей, фликсбасы да. это Потому что из Лиля в Сантандер больше особо никак не доехать. Только на самолете, но Ryanair меня не пустит с чемоданом моим. Ульяна, наш выпуск подходит к концу. Хотел бы тебя спросить, ты скучаешь по Москве, по России? Да, вообще, наверное, по Москве я скучаю, потому что, мне кажется, Москва чудесный город, и у меня почти все друзья в Москве.
У меня вся семья в Ижевске, но друзья в Москве. И, наверное, всегда думаешь о том, что даже несмотря на то, что ты вот вроде во Франции завел уже каких-то друзей, у тебя какие-то связи, сколько лет еще должно пройти, чтобы они стали такими крепкими и близкими, как уже с людьми, которые у тебя остались в Москве. Мне кажется, это всегда вот в твоей голове, где-то там, что они тебя там ждут или не ждут, но Как ты поддерживаешь связь с теми своими родственниками, друзьями, которые в России? Понятно, что есть интернет и все такое, Мгм. но эмоционально как-то удается? Ну, наверное, с родителями достаточно мы хорошо поддерживаем связь, потому что я в целом из Ижевска в Москву, когда переехала, уже было такое ощущение, что вы не в одном городе, вы друг друга каждый день не видите. То есть не было такого ежедневного общения, и мы привыкли звонить друг другу, и окошки в Телеграме отправлять, и сообщения, и фотографии. И здесь, наверное, просто снизилось количество встреч в год, как сказать, стиль общения остался. Ну, я все равно, конечно, очень скучаю, но, наверное, ты к этому привыкаешь. А с друзьями это миллион созвонов, и просто стараешься делиться тем, что происходит в жизни. Вот. У меня пока только один раз подружка ко мне приезжала в Италию, тоже было очень здорово, Аня. Поэтому, может быть, в ближайшем будущем еще кто-нибудь приедет, я всегда всех жду. Ты уже этим летом заканчиваешь, получается, свою магистратуру во Франции. Какие у тебя планы потом? Где хочешь работать? В Париже, в Лиле? Вообще, моя магистратура заканчивается еще длинной стажировкой, и, наверное, я пытаюсь как-то ее стратегически правильно подобрать, чтобы потом продолжить работать в том же месте, в идеальном стечении обстоятельств. Я думаю, что Лиль не является приоритетом у меня пока по поиску работы. Я все-таки смотрю вакансии в Париже, но, наверное, на данном этапе я не буду прям отрезать Лиль, потому что там очень много хороших компаний, консалтинг там сидит, там очень много каких-то крупных брендов именно по экономике, если искать стажировки. Вот. Но на данный момент пока я больше смотрю Париж. И выбирать я буду либо между рекламой, тем, где я работала в России, и либо больше что-то экономическое, стратегическое, уже чтобы здесь искать себя. Планируешь ли ты получить гражданство французское в будущем? Мне кажется, я во всех вопросах относительно того, останусь ли я во Франции или вернусь обратно в Россию, стараюсь быть очень открытой, потому что меня здесь, наверное, в Европе жизнь научила тому, что ты никогда не знаешь, что произойдет. То есть ты можешь планировать, там, не знаю, Erasmus в одной стране, но в итоге ты поедешь в другую. Ты можешь не планировать вообще переезжать во Францию, однако я вот стою здесь, в Париже. И мне кажется, я пойду с течением. То есть у меня будет год на поиск работы после учебы. Дальше посмотрим, найду я работу, не найду работу, какие будут предложения. Если найду, и они проспонсируют визу, получается, ну, с хорошей зарплатой, то да. И дальше будет видно, потому что, мне кажется, все равно сейчас опыт, который у меня есть в жизни, это очень студенческий опыт, особенно с программой, которая у меня. Мне кажется, я жила как такой прям студент-студент. И я до сих пор не знаю, каково это жить во Франции, все-таки как такой взрослый человек, работающий, снимающий квартиру, которому надо заводить каких-то друзей, контакты вне учебы. Поэтому посмотрим. Если такая возможность будет, то возможно, но не знаю пока. Какой совет ты можешь дать абитуриентам, которые тоже планируют поступать во Францию, ну и, соответственно, тут жить? Мгм. Ну, во-первых, учите французский, потому что все-таки, мне кажется, французский это очень сильно добавляет комфорта вашей жизни. Даже если у вас есть год, и вы думаете, что я ничего не выучу, мне кажется, за год можно подняться вообще до какого-то уровня хотя бы базового общения. Вообще, мне кажется, во Франции очень много возможностей студенческих и разных программ, и разных стипендий, и поэтому, мне кажется, стоит пробовать подаваться, потому что, если честно, я вначале не думала, что мне дадут БГФ, потому что я думала, ну, у меня такой средний профиль, как говорится, в России много хороших студентов с хорошим средним баллом, однако дали, и потом я думала, ну, второй раз точно не дадут, потому что очень много людей, например, с интересными специальностями, которые ходят на конференции, у них там какие-то проекты, а мне как бы специфика программы особо ничего такого за полгода не дала, я думаю, ну, и так, пройдет, проживем. Однако дали Мгм. второй раз, поэтому кто знает, может быть, Франция ваша страна, она вас ждет специально. Мне кажется, на этой прекрасной ноте можно завершить наш выпуск. Спасибо большое, Ульяна, Вам за то, спасибо что приняла большое за участие. организацию проекта, очень рада была поучаствовать.